Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и друзья! Сейчас я вам расскажу о возведении ленточного фундамента под дом из профилированного бруса. Наш объект находится в поселке Грибное Выборгского района. Тем, кто интересуется данным вопросом, известно, что это возможно сделать и самостоятельно. Но здесь крайне важно не заниматься самодеятельностью. Нужно сделать геологическую разведку грунта на вашем участке и разработать проект. В противном случае вы можете столкнуться с массой проблем, одна из которых является серьезное удорожание данного процесса. Или наоборот, может, вам не нужно было вкладывать столько денег в этот фундамент. Несмотря на то, что дом из профилированного бруса гораздо легче, чем аналогичный дом из кирпича, не стоит забывать про расчеты фундамента. Здесь мы работаем по техническому заданию от заказчика. То есть клиент самостоятельно рассчитал все параметры конструкции, что мы отметили в договоре. Это, конечно же, не смутило нашего заказчика. В техническом задании было прописано, что глубина плодородного слоя здесь составляет 200 мм. Дальше идет белая супесь, на основании чего были сделаны все расчеты по подушке для мелко заглубленного ленточного фундамента. Но реальность скрылась, когда приехал работать трактор. После работы экскаватора выяснилось, что глубина плодородного слоя составляет не 200 мм, а 600 мм, а это несколько дополнительных рабочих дней и непредвиденные расходы для клиента. У заказчика были пожелания снять плодородный слой под всем фундаментом и даже за его пределами. Это, конечно, правильно. Дальше выкопать траншею только под саму ленту и сделать подушку. Так как после работы экскаватора глубина котлована у нас получилась 600 мм, копать уже под ленту не нужно было, и мы все это дело засыпали песком. Подушка у нас получилась ого-го, прям под плиту, что и предложили мы сделать заказчику. Залить плиту толщиной 250 мм. Это получилось бы дороже примерно на 30 тысяч рублей, но заказчик отказался, и мы приступили к строительству ленточного фундамента. Когда завозились материалы на участок, на опалубку, здесь была очень большая слякоть. Мы выбрали такое сухое место на участке, разложили здесь доски, колотим здесь нашу опалубку. Она у нас из доски 40 на 150 мм. Сколотили тут щит, уносим на место уже строительства и устанавливаем на месте. Перед установкой опалубки раскручиваем нитку, натягиваем. И уже видим, куда ставить нам наши щиты. Тут у нас уже готова петля, просто одеваем ее на саморезик, и все готово. После того, как наколотили щиты для опалубки, мы устанавливаем наружный периметр. Установили наружный периметр, забиваем колы рядом с опалубкой, присыпаем все это дело грунтом, отступаем примерно на метр от опалубки, забиваем здесь еще вот такой кол и устанавливаем вот такие вот раскосы. После того, как установили наружную опалубку, выровняли верх по нивелиру, он же и будет являться уровнем верха нашего фундамента. После того, как все снаружи сделали, залазим вовнутрь и приступаем к вязке арматуры. Основная арматура у нас диаметром 12 мм. Конструкционная арматура сделана у нас с диаметром 10 мм.
Для начала мы на станке нагнули из 10-й арматуры вот такие вот прямоугольники согласно высоте и ширине нашей ленты. После этого мы установили их через шагом 600 мм и прикрутили проволокой к ней арматуру 12 мм. В последующем под эти прямоугольники будем подкладывать специальные фиксаторы для того, чтобы была дистанция между землей и арматурой. После того, как основную сетку навязали, дополнительно для жесткости углов из 12 арматуры мы нагнули вот такие вот Г-образные штучки. И в каждом углу привязываем их, то есть по 2 штучки. А на каждый угол по 6 штук. 2, 2 и внизу еще 2. И вот такое вот мероприятие мы выполнили в каждом углу. Арматура у нас 6-метровая, а длина ленты у нас составляет 9 метров. Соответственно, значит, где-то должен быть стык. Стыки нужно обязательно чередовать. Как мы наблюдаем, что у первого ряда стыка нет, он в другом месте. У второго стык у нас здесь. У третьего также стык в другом месте. На второй линии арматуры то же самое. Стык у нас сверху, на второй линии нет. И снизу опять идет стык. После того, как арматуру всю навязали по периметру и под каждую ленточку, приступаем к монтажу внутренней опалубки. Итак, какие работы были проведены до заливки бетона? В первую очередь мы выставили наружную опалубку, забили колья и закрепили их укосинами. После этого мы навязали арматуру, после арматуры установили внутреннюю опалубку. Также мы установили такие обязательные вещи, как вентиляционные выходы. Во всем фундаменте у нас составляет количество 15 вентиляционных выходов. После этого мы связали наружную и внутреннюю опалубку вот такими вот пружинными фиксаторами, для того, чтобы у нас ленту не распирало. Итак, фундамент готов. Еще раз хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, на то, что все работы нужно проводить с особой четкостью, так как после возведения фундамента возможности исправить ошибки у вас уже не будет. Хорошо, если просто увеличится стоимость. Гораздо хуже, если придется все ломать и строить заново. В общем, если у вас есть какие-то сомнения, лучше всегда проконсультироваться со специалистами. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Также вы можете эти вопросы задать мне, я с удовольствием на них отвечу. Ну а на сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, приезжайте к нам на объекты и до новых встреч.